12 мыслеформ нануков. Мыслеформы выживания. В данном послании раскрывается понимание того, как анануки способствовали формированию человеческих программ и стереотипов мыслеформ, лежащих в основе текущих кармических событий в жизни человека, а также причин болезней среди людей на Земле. В контексте данного изложения, мы призываем наших слушателей избавить себя от привычки развешивать ярлыки. Мы поясняем, что информация дается не для поиска и выявления виноватого, с целью указать пальцем на кого-то, но в связи с необходимостью вскрыть глубочайшие причинно-следственные связи, имеющие наиважнейшее значение в настоящий переходный период времени. Мы помогаем стремящимся к вознесению людям полнее раскрыть в себе картину всей человеческой родословной, кармическую первопричину, с целью ее осознания, полного понимания, принятия, преодоления и полной трансформации. Мы вскрываем те мыслеформы, которые несут в себе коды разрушений, причинения вреда, для выведения их из сферы бессознательного, для их полного осознания. Мы хотим, чтобы слушатели поняли, что в глазах Бога ни одна раса существ не выше другой. Каждая раса 3, 5 и 12-мерных форм получит любую помощь, любовь и руководство, необходимые для решения их генетических проблем, открытия сердечной чакры, восстановления эволюции, основанной в этом творении на достижениях любви, а не грубой силы. Не следует обвинять ни себя, ни предков, ни темных, ни светлых, ни Бога, ни дьявола. В истории Плеяд, семейство Нанук пришли на Землю с миссией добычи золотых ресурсов, чтобы с их помощью поддерживать жизнь их родной звездной системы в Плеядах. Каждый из Анну смешался с той или иной голограммой красного народа, чтобы создать голограмму для рабов, что привело к 12 голографическим характерам рабов, которые подробно обсуждались в данных материалах. Анануки способствовали формированию человеческих программ и стереотипов мыслеформ, лежащих в основе текущих кармических событий в жизни человека, а также причин болезней среди людей на Земле. Помимо этого, у красной посеянной расы уже была базовая предрасположенность к разрушению, болезни и войне, из-за перекладывания кармы с Сириуса, которая и привлекла Ананук на Землю. Если бы при вознесении Сириуса, эта карма была высвобождена, или возвращена к истоку возникновения, возможно, Анануки никогда не появились бы на Земле. Технология для добычи золота, и сама его доставка, была делом дорогостоящим. И вместо того, чтобы перенести тяжесть плеядианских финансовых затрат на технологию, возникла идея создать расу рабов, которые делали бы всю тяжелую работу. В общем-то, эта идея стала избранным планом действия. В этой связи, они надеялись на красную расу, которая когда-то была засеяна сириусианцами. Но когда Инанна и Мердук обратились к реалиям красного народа в целях обеспечить себе поддержку в добыче золота, они обнаружили, что эти народы никаким образом не заинтересованы оказывать им помощь. С точки зрения Анну, имевших в своем распоряжении обширные технологические ресурсы, красные народы жили очень отсталой жизнью. Поэтому Анну решили, что реально превосходит людей красной расы. Схожим образом, со временем, Земля выбрала карму болезни с Сириуса и других 8 планет. Каждая из них вознеслась, полностью не трансформировав кармы своей болезни. Поэтому, у Земли была бессознательная предрасположенность к болезни, манифестировавшаяся в зеркале человеческого бытия. Становится понятно, каким образом в такой ситуации каждый человек создает собственную реальность, потому что если бы Земля осознала сказанное и возвратила названную карму, возможно, человечество никогда бы не появилось на Земле, вообще. Надеемся, что читатели данной информации воспользуются ей, чтобы оценить свое собственное внутреннее состояние.
Мыслеформы выживания связаны с корневым базовым центром. Стереотипы: охота, травля, преследование, домогательство, предательство, азарт, ловля, промысел, шпионаж, слежка, страх близости, или антипод. Преследуемый, изгой, отверженный, отшельник, затворник, монах, маскирующийся, маскировка, камуфляж, косметика, прячущийся. Страх преследования. Бессознательная трансляция: «Я хочу жить, я хочу умереть». Архетип Диана, богиня охоты. Диана была красивой плеядианской сестрой Зевсу и двоюродной сестрой Инанне. Зевс и Инанна были родственниками по одному из родителей на Плеядах. Диана очень любила природу и была готова все дни напролет проводить в лесах или купаться в озерах и реках Земли, имевшихся в изобилии. Обычно она использовала специальный антигравитационный летательный аппарат, чтобы перемещаться куда-нибудь в очень отдаленное, изолированное место и находиться там с природой наедине. Вследствие ее близости к природе, она с легкостью отлавливала различные виды и доставляла их Мердуку для его научных исследований и экспериментов. Своим присутствием Диана могла подманивать животных, а затем ловила их, откуда идет ее титул в качестве богини охоты. Некоторые из людей красных народов были преследуемы, захвачены силой и при жизни подверглись генетическим опытам, что заставило войти в страх всю коренную расу, из которой брались люди для экспериментов. В основном это был красный народ, заселенный на американском континенте. В конечном счете, часть ДНК коренной расы американских индейцев была скрещена с ДНК каждого из членов семейства Ано, производя рабов с первичным характером наполовину красных и наполовину аннанук. Вначале рабы разводились в лабораториях, рассматривались в качестве движимого имущества и выращивались в клетках, подобных конуре для собак или конюшне для лошадей. Все эти реалии запечатлены в ДНК человечества. Аннануки охотились на красных людей. К тому же они, особенно Зевс, свободно и безнаказанно насиловали любых женщин и мужчин по своему выбору. Эта карма проигрывается и по сей день, во всех случаях насилия как над женщинами, так и над мужчинами. Природе тоже знакомо преследование, поскольку один вид существует за счет другого, а человек – с той же целью, за счет природы. Мыслеформа охоты и выживания, травля, преследования или преследуемого, укрытия или маскировки вызывает ощущение, что вас преследует нечто более сильное, чем вы сами, от чего вы бессильны защититься. И тогда человек стремится спрятаться или замаскироваться, чтобы защитить себя. Опыт и карма преследования или преследуемого, травли и насилия часто возникает в тюрьмах, концентрационных лагерях, и даже на работе, на полях сражений, или в периоды войн, в случаях убийств, шпионажа, изнасилования. Страх выживания есть основа мыслеформы, являющейся результатом того, что преследуете вы, или преследует вас. Пока эта мыслеформа не стала планетарной, посеянную красную расу не волновали вопросы выживания. Жизнь была райским садом, в котором природа щедро удовлетворяла все потребности, включая жилище, пищу и любовь. И напротив, современная человеческая цивилизация строится на мыслеформе страха преследования, в соответствии с которой все время и вся энергия идут на поддержание физического выживания формы. Мыслеформа преследования и выживания в периоды недостатка сталкивает людей друг с другом. Сколько людей за это время убило других ради пищи или крыши над головой? Сколько людей заставляло других голодать из-за страха нехватки или родовой памяти о голоде? Почему многие люди занимаются охотой, собирательством, накопительством? Люди хранят родовую генетическую память о реалиях голода и нехватки, и из-за этого бессознательного страха накапливают крайние излишки.
К сожалению, подобные действия заставляют людей испытывать именно то, чего боятся. Мердук вел охоту за жрецами и жрицами красной расы ради получения их силы и информации. Многие из них после смерти были употреблены в пищу, чтобы Мердук мог сохранить их знания на биологическом уровне. Именно таким путем мыслеформа охоты, преследуемого и страха выживания стала частью жизни красной расы и далее всего человечества. На Диану в свое время также была устроена охота с преследованием со стороны Зевса, который желал заполучить ее в качестве любовницы, даже при том, что она была его сестрой. Как-то раз, в лесу, Зевс загнал Диану в угол и собирался изнасиловать, но к тому времени подлетела Инанна и спасла Диану. После случившегося, Инанна вела с Зевсом долгий разговор о наличии секса с членами семейства, и насколько это неприемлемо в плеядианской этике. Зевс больше никогда не пытался совершить подобного, но эта история подтвердила тот факт, что охота и жизнь в преследовании – это две крайних полярности одной и той же линии поведения. И если человек проявляет одну полярность, то впоследствии также испытает и другую, и каждый охотник, рано или поздно сам станет жертвой. Диана закончила свою жизнь эвтаназией в возрасте 1000 лет. Она нашла мало привлекательного в продлении жизни и не пожелала оставить ребенка в качестве наследника своего положения. Диана никогда не имела детей, и при этом даже не выходила замуж. Уж если чего она и боялась, так это близости с мужчиной. Люди, которые проявляют первичный стереотип Дианы, могут иметь пристрастие к охоте. Возможно, что они периодически подвергают себя риску в лесных трущобах и приносят в дом кучу трупов убитых на охоте диких зверей, забивая ими морозильную камеру. Иногда люди данного характера также не прочь присутствовать в местах сражений, чтобы выслеживать или преследовать других человеческих врагов. Те, у кого проявлен противоположный полюс стереотипа, могут оказаться жертвами насилия, тяжкого преступления, или принять смерть на полях битвы. Многие, кто проявляет первичный стереотип Дианы, также могут пребывать в страхе перед преследованием, близостью, сексом или браком. Мыслеформа преследования и страх, связанный с ней, в ваших текущих реалиях ярко выражен в сфере уголовного права, где уголовное, следственное или судебное преследование ведется с целью признания кого-либо виновным и наказания виновного. Современные государственные системы построены на принципе угроз и преследования социального, административного, финансового, уголовного, следственного, судебного характера. Манипулирование финансовыми, энергетическими и другими жизненно важными ресурсами человечества, такими как топливо, продукты питания, замораживание, блокирование банковских счетов, преследование с целью запугивания, обыски личного автомобильного транспорта и домов, досмотры в общественном транспорте, метро, железнодорожных вокзалах и аэропортах, прослушивание телефонных аппаратов, деятельность служб коллекторского типа, по шантажу и угрозам, система видеоотслеживания географического местоположения, метаданных, при помощи телефонии и спутников, радиоэлектронный шпионаж и слежка, видеонаблюдение в учреждениях, общественном транспорте, на улицах городов, на рабочих местах, в смартфонах, компьютерах, применение полиграфов, программ отслеживания деятельности сотрудников с экранов мониторов, слив персонифицированной информации для целей мошенничества и манипулирования массовым сознанием. Реклама изобилует предупреждениями запугивающего характера о всевозможных опасностях жизни, заражений, мошенничества, призывами к недоверию граждан друг к другу, ведущими к обострению страха преследования, обострению борьбы за выживание, а также потребности скрыться. Запугивание, угрозы и жизнь в тени, теневая экономика, теневой бизнес и теневые схемы, потоки человеческих и финансовых ресурсов,
стали текущей, повседневной реальностью человечества и заставляют человека пребывать в бессознательном страхе, оцепенении, мысли в форме преследования, сокрытия. Принуждение. Принудительная насильственная изоляция, принудительная вакцинация, принудительная мобилизация усилила панику, обострив страх. Этот страх загоняется в бессознательное различными инструментами, отвлекающими человека от необходимости работы со своими страхами: алкоголь, наркотики, страсть к покупкам новых вещей, компьютерные игры, телефильмы, сериалы. Разжиганию страха способствует всеобщее, повсеместное насилие, давление, подавление, принуждение. Обострению мысли форм преследования и выживания очень даже способствует вынужденная изоляция, бездействие в связи с неизвестностью и утратой надежды. Страх значительно усиливается в условиях ожидания. На этом строится вся киноиндустрия страха. Существует особый жанр деструктивного искусства, первостепенная задача которого максимально напугать аудиторию, создав атмосферу ужаса. Саспенс – деструктивный прием, который используется для создания тяжелой напряженной атмосферы страха и ожидания. Даже детские игры эксплуатируют глубинный страх преследования, например, игра в прятки. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Вся киноиндустрия страха имеет цель оживлять ваши бессознательные страхи и переводить все эмоциональные реакции в физическую плоскость. И поэтому вся ваша жизнь в настоящее время превратилась в неопределенность, беспокойство, тревоги и ожидания. Заменой фильмом ужаса является самый долгий и широко транслируемый сериал «Новости». Любой человеческий опыт, в вашем понимании отклоняющийся от общепринятых норм, коллективно порицается, пресекается, осуждается и преследуется. Человека, или целую нацию, назначают козлом отпущения и организуют травлю, запугивание, преследование, уничтожение. Их презирают, сторонятся, отделяют, присваивая ярлыки и статусы, такие как судимость, алкогольная, наркотическая зависимость или сексуальная ориентация. Ярким примером такого преследования является Холокост, геноцид, нацизм, антисемитизм, русофобия и любая иная форма преследования по национальному признаку. В целях обеспечения своей безопасности, люди надевают маски, напяливают камуфляж, намалевывают грим, косметику, делают косметологические операции, в общем, играют роли, навязанные страхом, не относящиеся к цели души. Для того, чтобы скрыться, замаскироваться, закамуфлироваться в ландшафте общепринятых концепций ума, для того, чтобы избежать преследования своей индивидуальной истины, своего уникального опыта жизни. Современное общество, совершенно так же как и во времена Иисуса, преследует и высмеивает любое инакомыслие, любое отклонение от стереотипов социального, религиозного, государственного, корпоративного или семейного мышления и поведения. В современной человеческой жизни постоянно присутствует необходимость что-то скрывать, и кто-то не раскрывает свои карты, кто-то должен лгать и не быть с другими искренним. Откуда взялось такое поведение? Анануки не раскрывали своих истинных намерений ни перед посеянной красной расой, ни перед рабами. Они хранили тайны и секреты, и в отсутствии знаний у всех остальных обратили судьбу Земли в направление, которое, возможно, было бы иным, будь все карты на столе. Поэтому потомки анануков создали столь разветвленную сеть таинств, секретных обществ, предрасположенных хранить в тайне секреты, лгать, наговаривать, строить интриги, а также для удержания собственной силы, богатства или положения оборачивать события себе на пользу. Рабам скрывать было нечего, так как у них не было силы. Они были искренни друг с другом,
но научились вести себя так, как того хотели власть имущие нануки, иначе их убивали, или отправляли на рудники, откуда живым никто не возвращался. Поэтому в интересах выживания, рабы научились прятать и хранить секреты. Однако необходимость хранить секреты ради выживания весьма отличается от хранения секретов ради сохранения силы, власти, и порождает сильно отличающиеся жизненные сценарии у людей, имеющих отношение к одному или обоим стереотипам. В состоянии единства человек приходит к тому, что становится истинным собой. Подлинное «Я» ничего не скрывает, потому что скрывать нечего. Если бы человек действительно понимал, что его предки и души, наблюдающие за жизнью людей, могут видеть все, то знал бы, что секреты имеют место только лишь на физическом плане. Очень долго многие записи Земли и людей, их хроники Акаши, стирались из-за стереотипов скрытности, укрывательства у прежней духовной элиты или вознесенных мастеров, в кавычках. Однако сейчас они восстанавливаются и собираются в ходе вознесения планеты и человечества. Все подобные секреты становятся известны. Аналогично предполагаемым изменениям в мировом правительстве, когда стали известны секреты тайного правительства, духовные иерархии и вознесенные мастера, были выдворены с земли за содеянное ими зло, в отсутствие ее почитания. Схожим образом существует много душ, вознесшихся в великое центральное солнце с Плеяд, которые совершили аналогичные акты искажения, вносящие диссонанс, так же как и вознесенные мастера на земле, в кавычках. Каждая из них также была удалена из великого центрального солнца, как только подлинное положение вещей было выявлено полностью. Теперь это же произойдет в жизни людей на физическом плане, так как сначала все происходит на нефизических планах. Точно так же, как по ходу вознесения Земли были раскрыты все секреты владевших ею существ, сейчас выйдут на свет все тайны, хранимые правительствами относительно человеческой формы. При этом в правительстве и силе произойдет сдвиг, аналогично тому, что имело место в относящихся к Земле нефизических царствах. Поскольку нефизическая манифестация всегда предшествует физической. В настоящее время глобального перехода, всем возносящимся людям необходимо преодолеть карму данной мыслеформы, приняв ее как часть своей древней наследственности. Всю боль и страх, когда вы или ваши предки были изгоями, были гонимы, преследуемы, отверженными, отклоненными, непринятыми, наказанными или осужденными, и жили в страхе перед этим изгнанием, преследованием, отклонением, отвержением, в голоде, холоде, в условиях жесточайшего выживания, или приняли смерть по причине преследования, или истязания за отстаивание своей истины, или же вы преследовали, охотились, убивали ради пропитания, азарта или удовольствия, примите, простите и отпустите. Мы понимаем ваши чувства, и как бы непостижимо это ни звучало, это необходимо прочувствовать, принять, простить и отпустить. В процессе проработки кармы, основанной на мысли-форме преследования и выживания, могут нахлынуть сильные эмоциональные переживания, ощущения ужаса, паники, страха, беспокойства, чувства жертвы, преследования, погони, гонения, или проявления этого на физическом плане. Также может проявиться чувство влечения, азарта, жажды преследования, насилия, травли, охоты, слежки, шпионажа, а также переживания эйфории от этого. Все это то, что испытывали ваши предки за время воплощения на Земле. Спектр ощущений и физических проявлений будет сугубо индивидуальный. Необходимо наблюдать это, осознать это, без осуждений и обвинений. Преодолев данную мыслеформу, человек также должен простить себя и своих предков за то, что они жили за счет преследования, потребления и разграбления других форм жизни на Земле, природных царств и других людей в человеческой форме.
Мысли формы выживания приводят человека к постоянно возникающим жизненным условиям, в которых выживание может ставиться под сомнение, начиная с недостатков, недостаточной манифестации, до потери чувства своей безопасности, или необходимости смешаться с толпой, или скрыться ради выживания. Если данная голограмма является голограммой времени рождения, или тела, то ее носитель, возможно, обнаружил бы, что предпочитает не занимать руководящую позицию, а больше оставаться на заднем плане, где безопасней. Люди с данной сердечной коммуникацией склонны в страхе крепко кого-то держаться, постоянно рассчитывать на других, или зависеть от других взаимообусловленным образом, что никогда не позволяет им находить собственную внутреннюю истину и силу. Если коммуникация «я боюсь жить» и «хочу умереть» вещается неоднократно и достаточно длинный период, то обычно она приводит к всевозможным формам болезни, алкоголизму, депрессиям, самоубийству, или вызывает несчастный случай, или другое искажение в реалиях человека. Поэтому люди с подобными искажениями, быть может, найдут способ оправиться, заключающийся в том, чтобы перепрограммировать эту непрерывную внутреннюю коммуникацию. Предлагаемая внутренняя сердечная коммуникация «Я есть полноценный, суверенный и независимый, и я выражаю намерение жить». Я выражаю намерение мира, покоя, гармонии и равновесия. Суверенность приводит к изобилию, когда человек учится обеспечивать себя всем необходимым на пути вознесения. Такая сердечная коммуникация позволяет создавать грезу, которая должна предусматривать все ваши потребности и не оставлять в борьбе за выживание и без достатка. Вещание сердца «Я есть полноценный, суверенный и независимый» предусматривает высвобождение привязанности к другим людям, месту проживания, вещам, домашним животным, растениям или регионам, с которыми посвященный заканчивает сегодня свою карму, чтобы завтра можно было с большей легкостью оставить то, что больше не служит его непрерывной реальности жизни и вознесению. А это, в свою очередь, ведет к выходу из зависимых или взаимообусловленных отношений. Сердечная коммуникация «Я выражаю намерение жить». Я выражаю намерение мира, покоя, гармонии и равновесия, на замену тем реалиям, что вселяет страх и чувство опасности, привлекает в жизнь мирные отношения и события, позволяя человеку входить в более глубокое внутреннее сознание и восприятие безопасности. Эта внутренняя коммуникация позволит исправить те искажения, включая болезни, которые были манифестированы в жизни, ибо в корне любого искажения, любой болезни лежит внутренний дисбаланс и разногласия. В связи с этим, советуем инициировать в своем энергетическом поле символы необусловленное прощение, необусловленная сила, энергия, необусловленная свобода, необусловленная любовь, необусловленное сострадание, необусловленное почитание, единство и божественный союз. Двигаясь к своему истинному «Я», человек освобождается от стыда. Стыд – это то, что заставляет хранить секреты или скрывать от других что-либо о себе. Стыд – вибрация, имеющая электрическую природу и преодолеваемая совмещением в личном вознесении непричинения вреда, или уровня бодхисаттвы. Когда истина открыта, вскрыто все, понято и осознанно, все, что необходимо, тогда уходит страх и стыд. Когда уходит страх и стыд, нет нужды что-либо скрывать или скрываться, и человек вступает в истинные отношения со всеми остальными. При таких отношениях человек ощущает то, что чувствует в данный момент. Возносящиеся осознают, что постоянно работают в своем внутреннем пространстве, и иногда это причиняет сильную боль, когда в сознании вскрывается, всплывает на поверхность внутренняя боль, с которой жили, или от которой умерли их предки. И когда боль уходит, человек расцветает и вновь обретает радость. Истинное «Я» перестает скрывать боль,
которая может находиться внутри, поскольку человек ощущает себя в данный момент таким, каков он есть в настоящем. Переставая скрывать свои чувства, человек учится принимать себя таким, каков он есть сейчас. Принимая себя, безусловно, без всяких «если», условий, человек учится также принимать всех остальных. Это основа состояния бодхисаттвы, необусловленное принятие всего в потоке жизни. Отношения между людьми меняются по мере того, как другие члены группы становятся самими собой и принимают остальных без всяких условий. Прекращается соперничество, начинается совместная работа и сотрудничество. На Земле будут созданы организации, которые постепенно отойдут от соперничества, и как коллектив будут действовать в новой парадигме на основе единства. Это будет нелегкий путь, вскрывающий раны, присущие переходу отношений в группе от скрытности, манипулирования и контроля, к новой парадигме единства. Как бы то ни было, этот опыт дает всему человечеству понимание предстоящих перемен в групповых отношениях, так как возносящиеся изменяют манеру общения друг с другом. Вознесение вызывает желание говорить правду. Когда говорят правду, приходит конец секретам. Для одних, отстаивание своей истины может состоять в том, чтобы рассказать родственникам или родителям о происшествии, которое они скрывали всю жизнь. Для других – в том, чтобы поделиться своей истиной и духовным путем с другими людьми. Для третьих – в том, чтобы принять роль мастера Вознесения. Еще для кого-то – в том, чтобы раскрыть массам секреты, связанные с их работой в правительстве. Желание сказать правду проистекает от своего истинного «я». Очень долго ваши предки были не способны сказать правду вслух. Очень долго, из-за сильного страха, человек имел навык скрывать свою истину и лгать о том, что чувствовал и думал. Очень долго страх гонений, преследования или распятия на кресте держал человечество под контролем. Карма распятия, породившая явление человека, называемого в новой истории Христом, а он лишь одно из повторений бесчисленных мастеров, также распятых в прежние времена, было, наконец, развязано. Исцеление стереотипа мученика, распятого на кресте за отстаивание своей истины, было осуществлено теми, кто возносится, и кто высвободил названную карму от имени всего человечества, чтобы могла взойти новая эра, где распятие, наказание, не произойдет. Когда уйдет страх говорить правду, возносящиеся люди начнут делать это массово. Благодаря этому явлению, все секреты ваших правительств, правящих тайных обществ, полностью выйдут на свет, и сможет начаться реконструкция вашего мира. Все это проявится, когда в процессе Вознесения больше людей станет относиться к себе и к другим в манере истины. Мы надеемся, что эта информация была полезной для вашего индивидуального пути Вознесения. Каждый может использовать эту информацию, насколько она резонирует с вами. Благодарим и благословляем всех, кто участвует в вознесении Земли и человечества.